Глава 249. Место, названное человеком в маске демона, найти оказалось совсем несложно. Это была горная обитель в нескольких ли к югу от поместья. Будучи уверенным в том, что обычный человек не сравнится с ним по скорости, Селянь намеревался прибыть на место быстрее подручного Саньлана. Так и вышло, спустя 2 часа он уже ворвался в горы, избивая горных демонов Шанся и сов, полуночных вестников беды, что попадались на пути, так что округа огласилась демоническими завываниями. Наконец принц добрался до нужной пещеры. Тварь скромностью не отличалась, ворота в ее логово охраняли 3-4 сотни прихвостней, которые, впрочем, для селяня оказались сродни 3-4 охранникам. И все же вначале он заподозрил, что враг будет слишком силен, поэтому не решился действовать опрометчиво, терпеливо ждал некоторое время возле горной обители, подслушивая разговоры мелкой нечисти. И убедился, что самой твари в последнее время тоже приходится несладко. Да уж, хозяин с огромным трудом спасся от какого-то вонючего монаха. Перепугался до полусмерти, вернулся раненый, бросил обжитые владения и примчался сюда, наделав в штаны со страху. Вот оно как. А я-то думал, почему он вдруг велел всем явиться сюда. Значит, боится расплаты от того монаха, бояться то и нечего. Хозяин успел укусить его пару раз, и теперь, если даже тот очнется, наверняка и север отыскать не сможет. Да как же не бояться? Все-таки хозяин — прославленный оборотень, проживший несколько сотен лет. А монах, говорят, выпрыгнул неизвестно откуда и всего 2 ударами так отделал хозяина, что у того нос съехал на бок да глаза скосились. Но сам монах, кажись, был ранен, и лишь поэтому хозяин изловчился и укусил его. Иначе, боюсь, мы бы больше его не увидели. Мамочки! И откуда взялся этот грубиян? Такой сильный, здесь селянь решил, что услышал достаточно, и неторопливо вышел из укрытия, затем вежливо поприветствовал: «Здравствуйте». Мелкие демоны в потрясении подскочили: кто таков? Откуда взялось это белое личико, селянь мягко улыбнулся, но времени на объяснение у него не было, пришлось сразу прорываться в пещеру с боем. Одним движением он поймал сразу несколько демонов, еще взмах, и они уже летят за несколько десятков чанов. Даже без применения магической силы он так напугал мелких тварей, что те заголосили, что это еще за белое личико. Выглядит вежливым, а кулаками машет совсем невежливо. Так, словно вырывая сорняки с корнем, селянь беспрепятственно проник в пещеру. Он уже приготовился к серьезному сражению с прославленным оборотнем, но, к своему удивлению, оказавшись внутри, обнаружил, что тот принял человеческий облик и катается по земле, держась за живот и громко причитая: «Ай-яй-яй, ай-дайной». Сперва принц даже решил, что тот притворяется, но поведение твари не походило на спектакль. У оборотня сильно надулся живот, словно он проглотил что-то очень страшное. Поэтому селянь присел на корточки и спросил: «Что с тобой?» Должно быть, от боли у твари помутился рассудок, ведь, едва увидев принца, он громко заверещал: «Ты как раз вовремя. Тебя я есть не буду. Я не осмелюсь. Больше никогда не осмелюсь. Я сейчас же верну тебе все, что сожрал. Оно не переваривается, ай, ты, наверное, обознался. Ты ничего у меня не съедал, что ты собираешься мне вернуть», но оборотень все катался по земле от боли, совершенно не собираясь отвечать на вопрос. Селянь не понимал, что происходит. Тогда он, не глядя, нарисовал талисман, решив для начала забрать тварь с собой. Но вот какое удивительное дело, стоило талисману коснуться оборотня, как тот вдруг обернулся кругленьким неваляшкой с животом в 2 раза шире, чем у обычных неваляшек, что выглядело весьма комично. Селянь и посмеялся, и подивился, посмотрев на свой талисман. Почему оборотень превратился в игрушку? Неужели принц ошибся в рисунке? Впрочем, не такая уж это большая проблема. Сражение оказалось проще простого, и когда селянь вышел из гор, небо уже просветлело. Он спрятал неваляшку в рукав и направился обратно в город. Селянь пребывал в прекрасном настроении, ведь ему все же удалось что-то сделать для Саньлана.
Он уже начал размышлять, как немного погодя покажет Сань Лану пойманную тварь. В мыслях принц наставлял сам себя, что если Сань Лан удивится, следует вести себя сдержанно, не показывать радости. Проведя ночь на бегу, он ощутил усталость в ногах и потому отыскал первую попавшуюся придорожную лавку и попросил чашку бесплатного чая. Принц пил чай, пил и вдруг услышал, как за спиной его позвали. «Селянь», он тут же поставил чашку. Кто же настолько преисполнился храбрости, что решился прямо посреди улицы называть его по имени? Следует заметить, что даже члены императорского рода редко позволяли себе подобную неучтивость. Любому сперва надлежало назвать его «Ваше Высочество», непременно с почтением и священным трепетом. Обернувшись, принц обнаружил, что это был обыкновенный горожанин, который широким шагом подошел, неся большой деревянный ящик, и прокричал: «Постой! Постой же! Ты селяня забыл! Его тоже возьми», так значит, обращались не к принцу, а к человеку с такой же фамилией и именем. Но это еще сильнее удивило селяня. Он вовсе не придавал значения всяческим правилам вроде избегания имени, но все же ему показалось странным, что кто-то осмелился взять в точности такое же имя, как у него. Впрочем, вскоре принц узнал, что селянь, о котором говорит горожанин, это вовсе не человек. Недалеко от селяня сидел здоровяк, к которому и подошел человек с ящиком. Он сел рядом, похлопал по ящику и сказал: «Я принес селяня. Не забудь сегодня поставить его рядом с тем, кому поклоняются в твоем доме. И не вздумай не поверить в эту дурную примету, ведь если этим двоим не поклоняться вместе, уж точно навлечешь на себя большую неудачу, а то как же». Я, конечно, разумею, селянь просто не смог стерпеть и заговорил: «Простите», двое мужчин разом повернулись к нему. «Извините, что позволил себе вмешаться в ваш разговор. Поведайте мне, что у вас в ящике, я разве не сказал?» Внутри селянь принц не понял, но разве селянь — это не его высочество наследный принц? Мужчинам, похоже, вопрос показался смешным. Никто и не говорит, что он не наследный принц. Он и есть. Гляди. С такими словами они открыли ящик. Селянь округлил глаза. В деревянном ящике оказалась маленькая ниша для божественной статуи, а в ней изваяние божества, покрытое пылью, которое изображало монаха в белых одеждах и доули за спиной. Селянь такого не знал. Он совершенно не понимал, что происходит. Хотите сказать, что эта божественная статуэтка и есть наследный принц Синьлэ? Селянь, кто же еще? Остальные посетители тоже постепенно окружили их. Половина смотрела на чудака в лице селяня. Вы, молодой человек, такой странный, а еще с виду монах. Почему же не знаете даже таких простых вещей? Половина уставилась на божественную статую Го. А мусорное божество вырезано неплохо. Достаточно несчастное. Ага, так и веет невезением. С первого взгляда ясно, что это облик неудачника. Прекрасно, прекрасно. Чем хуже он выглядит сейчас, тем лучше будет смотреться, когда тот, второй, поможет ему снять ореол неудачника. Постоят вместе дней 8, не больше, и эффект не заставит себя ждать. Селянь растерянно переспросил: «Мусорное божество. Почему теперь он стал мусорным божеством? Этот Даачжан и впрямь какой-то странный. Селянь ведь всегда занимался сбором всяческой рухляди. Принц был не из тех, кого легко вывести из себя, но сейчас он начал понемногу раздражаться. Любой, услышав, что кто-то назвал его сборщиком мусора, был бы не слишком рад. Принц немедля вскочил и мрачно произнес: «Господа, императорский род Синьлэ чем-то вас обидел. А даже если так, подобные оскорбления наследного принца все же не очень соответствуют церемониалу, не находите?» Люди переглянулись и рассмеялись над ним. «Что ты болтаешь? Какому еще церемониалу? Государство Синьлэ пало уж больше 800 лет назад». Спустя 2 часа селянь брел по улице, все еще находясь словно в тумане. Кошмар. Все, что он только что узнал, сущий кошмар для него. Как государство Синьлэ могло пасть? Но ведь мой отец и матушка до сих пор прекрасно жили на свете. Кроме того, как я мог способствовать этому?
Я проиграл войну. Я уничтожил свое государство. Да еще был дважды низвергнут с небес. Я стал сборщиком рухляди. Он раз за разом спрашивал себя, затем раз за разом отвечал: невозможно. Невозможно. Невозможно, он пытался себя убедить, это все нереально, наверняка какой-то закулисный злодей строит против меня козни. Но обстановка вокруг косвенно указывала на обратное. Странный говор людей, странные одеяния и прически, странная архитектура, и еще странные Фэн Синь и Му Цин все говорило принцу, что это не кошмарный сон и не какая-то иллюзия. Ни одна темная тварь не способна создать столь масштабную и реалистичную иллюзию. В самом деле уже прошло 800 лет. Но как могло пройти 800 лет, и как он через 800 лет мог сделаться таким? Государство Синьла пало, его царственные родители мертвы, Фэн Синь и Му Цин вознеслись. А он стал сборщиком рухляди. Как такое могло случиться? Этого не может быть. Не должно быть, Селянь шел все быстрее, пока наконец не побежал, словно за его спиной наползала бескрайняя тьма, готовая вот-вот его поглотить. Неожиданно мелькнула красная тень, и высокая фигура преградила ему путь. «Дачжан, куда ты запропастился? Заставил же ты меня поискать тебя». Это был Сань Лан. Он по-прежнему лучезарно улыбался и уже хотел подойти, чтобы взять селяня за руку, но тот, едва взглянув на него, содрогнулся в ужасе, выкрикнул: «Не подходи!» И сразу осекся. Сань Лан застыл на месте и с неизменным выражением лица спросил: «В чем дело?» Крепко сжав кулаки, селянь суровым тоном задал вопрос: «Кто ты, в конце концов, такой? Что тебе надо? Я думал, вчера мы отлично пообщались и больше не вернемся к этим пустяковым вопросам. Ты обманул меня». Помолчав, Сань Лан произнес: «Ты уже все знаешь, я все знаю». Уже прошло 800 лет. Раньше селянь заподозрил бы неладное гораздо быстрее, но этот человек все время намеренно обманывал его, так запутал, что принц совершенно потерялся. А иначе как могло случиться, что правда раскрылась только спустя целый день? Сань Лан шагнул к нему. «Ваше Высочество». Но селянь отступил на несколько шагов и выкрикнул: «Не подходи. Приблизишься, и я тебя побью», и в его голосе, и в теле ощущалась дрожь. Селянь был охвачен истинным страхом. Он боялся не какой-то темной твари, и не этого то ли святого, то ли подлого мужчины перед собой, а целого незнакомого мира. В этом мире у него не было ни гордого великолепия, ни верных подчиненных, ни родителей, которые так любили его, ни собственного государства, ни последователей, преклоняющихся перед ним. Этого нет, того нет, ничегошеньки у него нет, но Сань Лан все-таки сделал к нему еще шаг. «Не бойся, Ваше Высочество». От этой фразы селянь переменился в лице. Он вдруг вспомнил мужчину из обрывков воспоминаний, который шептал ему на ухо: «Не бойся, Ваше Высочество». И как он не заметил, ведь и голос, и интонация были совершенно одинаковые, селянь затрясся от гнева. «Это был ты. Это и правда был ты», только подумав, что этот человек его одурачил, а он сам проникся к нему благодарностью и симпатией, то и дело называя его ГГ. Селянь не смог вынести гнева, накатившего волной. С криком: «Ты обманщик!» принц нанес удар. И удар пришелся прямо в грудь Сань Лана. Селянь хотел нанести еще один, но вдруг заметил, что совершенно не может пошевелиться. Его собственное тело не желало повиноваться, селянь не понимал, в чем дело, а Сань Лан схватил его за руку. Вздрогнув от испуга, принц по фразе выдавил: «Не тронь меня. Ты, обманщик, солгал мне. Я больше тебе не поверю». «Ты», но Сань Лан настойчиво произнес: «Ваше Высочество, верь мне». «Я не верю», — в ярости выкрикнул селянь. «Я?» Но так же, как прерванная атака, последняя «не верю» никак не хотела вылетать из его рта. Забота и боль в глазах мужчины перед принцем были самыми настоящими. Кто угодно при виде такого взгляда не усомнился бы в его искренности. Словно желая оградить селяня от незнакомого пугающего мира,
Сань Лан наконец заключил его в объятия, прижал к груди и, осторожно целуя его волосы, нежно проговорил: «Не бойся, ваше высочество. Все уже в прошлом. Ваше высочество, ты все преодолел». Прошло много времени, прежде чем тело Селяня расслабилось. Теперь он мог как следует все обдумать, отбросив смущение. Ведь в осколках воспоминаний голос, которым его звал этот человек, всегда был в высшей степени мягким и нежным, без тени принуждения. Что до него самого? Он действительно молил о пощаде и всхлипывал, но теперь отчетливо расслышал, что все это совершенно не походило на отказ. Просто раньше принц никак не хотел посмотреть правде в глаза, поэтому и не замечал этого. Селянь наконец понял, почему ему с первого взгляда неудержимо хотелось довериться этому человеку. Должно быть, 800 лет спустя их отношения с Сань Ланом были не так просты. Окончательно прекратив сопротивление, принц позволил своему телу следовать за сердцем, зарылся лицом в грудь Сань Лана и едва слышно произнес: «Мы ГМ», — ответил Сань Лан. Спустя долгое молчание Селянь пробормотал: «Почему я вдруг забыл все, что случилось за 800 лет? Это моя вина. Позавчера ты среди ночи неожиданно получил молитву и в спешке убежал ее исполнять. Я не восстановил тебе магические силы и не успел предупредить, что если та тварь тебя укусит, то поглотит твои воспоминания. Значит, это совсем не твоя вина, а моя неосторожность. Ваше Высочество никогда ни в чем не будет виноват». Селянь выдавил улыбку и вновь расстроенно сказал: «Но, Сань Лан, как я мог уничтожить государство Синьлэ, ведь он же так любил свой народ, так дорожил им, все его великие устремления были направлены на то, чтобы государство Синьлэ процветало 1000 лет». Сань Лан обнял его крепче и уверенно ответил: «Это не твоя вина». Селянь опять пробормотал: «Как я мог быть таким неудачником? Как я мог стать таким, кто же в самом начале своего пути не желает совершить грандиозный подвиг, от которого содрогнутся небо и земля, слава о котором останется в веках? Но даже из миллиона вряд ли найдется хоть один, способный по-настоящему достичь желаемого». Вот только Селянь никогда не сомневался, что как раз он являлся тем самым, одним из миллиона. Наверное, это и есть причина, по которой Сань Лан не давал ему понять, что уже прошло 800 лет. «Ты не неудачник». «Но у меня больше нет последователей», — покачал головой принц. «Есть». От одного воспоминания Селяню становилось больно на душе. «Я мусорное божество, я просто собираю всякую рухлядь, никто не считает себя моим последователем, никто не смотрит на меня как на божество. Кто станет почитать Бога, собирающего мусор? Это совсем не то, о чем он мечтал, я ведь уже сказал тебе», — возразил Сань Лан, «у тебя есть один последователь». Селянь поднял на него глаза. Сань Лан улыбнулся: «Ваше Высочество, я говорил, что ты очень скоро сможешь встретиться с Хуаченом. Сейчас ты видишь его перед собой». Селянь вскинул голову, вгляделся в его лицо и растерянно спросил: «Сань Лан, когда ты познакомился со мной? Очень-очень давно. Еще до твоего вознесения». Селянь медленно моргнул. Хуачен добавил: «Ваше Высочество, возможно, теперешнему тебе кажется, что спустя 800 лет ты стал неудачником. Возможно, ты разочарован, не можешь этого принять. Но прошу, поверь мне, что это не так». Его яркий левый глаз неотрывно смотрел на Селяня, и взгляд был таким же нежным, как и голос. «Ты спас меня. И я всегда присматривал за тобой. На этом свете бесчисленное множество людей были успешнее тебя. Но ни один из них не смог спасти меня так, как ты. И никто не смог сделать то, что сделал ты. Ты не знаешь, сколько смелости ты мне дал, чтобы стать тем, кем я являюсь сегодня. В моем сердце ты навсегда останешься единственным божеством. Селянь, а ты навсегда останешься моим самым преданным последователем». Спустя мгновение Селянь обнаружил, что последняя фраза сорвалась неподконтрольно, словно он где-то слышал это нерушимое обещание. Хуачен усмехнулся, взял принца за руку и поцеловал тыльную сторону его ладони. «Да». Спустя еще какое-то время Селянь,
будто приняв решение, вынул из рукава неваляшку в виде оборотня. Это и есть та тварь, что поглотила мои воспоминания. Хуачен взял у него неваляшку. Я так и думал, что ваше высочество разорит его новое гнездо. Селянь кивнул. Чтобы вернуть воспоминания, нужно забрать их у него, верно? Неваляшка в ладони Хуачена широко разинула рот, и из ее пасти вылетело несколько светящихся искр, напоминающих светлячков, которые затанцевали вокруг селяня. «Поймаешь их, и все воспоминания за 800 лет вернутся к вашему высочеству», — сказал Хуачен. Селянь, послушав, протянул руку к искрам. Но когда уже почти коснулся их, вдруг замер. Восстановить утерянную память все равно, что снова пронестись сквозь эти 800 лет, снова пережить все случившееся, ту жуткую боль, когда тебя сотни раз пронзают мечом, позор от полного поражения, беспомощный гнев. Принц знал, что это все случится в одно мгновение, и все же кончики его пальцев едва заметно дрожали. Хуачен стоял за его спиной, и принц словно опирался на крепкую стену. Позади он услышал голос: «Не надо бояться, ваше высочество». Селянь чуть повернул голову, и Хуачен обнял его за талию. «Верь мне. Неважно, сколько времени понадобится, я буду ждать тебя. И ты еще встретишься со мной». Верно. Они все равно встретятся. Поэтому Селянь протянул руку к светящимся искрам. Когда эти огоньки слились с кончиками его пальцев, перед глазами принца сверкнул яркий свет, словно к нему приближалось нечто очень жаркое. Но прежде чем это сияние достигло его, Селянь сказал: «Я очень рад, что встретил тебя». Затем светящиеся искры вошли в его тело и исчезли. Селянь медленно упал вперед, Хуачен поймал его. Лишь спустя некоторое время принц постепенно пришел в себя. Едва открыв глаза, он услышал тихий голос Хуачена: «ГГ». На губах Селяня медленно расцвела легкая улыбка, он протянул руку и коснулся ладонью лица Хуачена. «Мы снова встретились». Хуачен тоже улыбнулся: «Я говорил, верь мне». Селянь вздохнул: «Можно считать, что нам снова пришлось ждать друг друга 800 лет. Я же сказал, неважно, сколько понадобится времени, я буду ждать тебя». Только он помог принцу подняться. Двое встали лицом к лицу, Хуачен крепко сжал руки принца своими и улыбнулся: «Теперь уж я не хочу больше расставаться ни на миг. Прошлое не изменить». 800 лет назад 17-летний баловень небес Селянь еще не знал, что ждет его в будущем. Судьба дала ему две двери. Роковой прыжок на улице Шинью и встречу с демоном и божеством на мосту Инянь. Он открыл обе. И после он в одиночестве скитался среди яростных волн, не в силах ничего исправить, из последних сил проходил через долгие томительные годы. Боль, гнев, разочарование, ненависть, отчаяние, безумие. Сердце его обернулось потухшим пеплом. Потом этот пепел воспылал вновь. Но все это было уже в прошлом. ГГ, с возвращением. ГМ, видишь, я же говорил, что ты еще встретишься со мной, и я тебя не обманул. Селянь бросил на него взгляд. Правда, Хуачен улыбнулся. Конечно, когда это я обманывал ваше высочество? Я твой ГГ. Повисло неловкое молчание. Селянь запустил руку за пазуху Хуачену и вынул записку, которую прочел: «Премного благодарен Сань Лану ГГ за заботу. Лянь ничем не может отплатить, но готов приложить все свои ничтожные усилия, чтобы избавить ГГ от хлопот, поэтому должен отлучиться. Сань Лан ГГ, не изволь беспокоиться, Лянь ненадолго покинет тебя и сразу вернется». Хуачен, приподняв бровь, молча завел руки за спину. Селянь дочитал и, копируя его, тоже приподнял бровь. «Сань Лан ГГ, мой добрый ГГ. Ты и правда такой хороший?» Хуачен рассмеялся. «Хорош я или нет, ГГ ведь уже давно известно». Щеки Селяня слегка прозовели, он уклончиво ответил: «Не понимаю, о чем ты?» «В общем, эти 2 дня ты вел себя непозволительно нахально, подумай над своим поведением». Хуачен серьезно сказал: «ГГ, не стоит так говорить. Все это время я относился к тебе со всей любезностью, мне огромных усилий стоило сдерживать себя.
Да где же ты вел себя любезно? Совершенно очевидно, что ты с огромной радостью забавлялся надо мной. Принц вспомнил, что на 2 дня превратился в наивного, глупенького, избалованного дурачка, которым Хуачен игрался как мог. Сейчас, когда все эти забавы ясно предстали в памяти, Селянь просто не мог на себя смотреть, невольно застонал и закрыл лоб ладонью. Зато Хуачен сказал без тени насмешки, серьезно. Пускай ГГ обозвал меня бесстыжим, гнусным и подлым, Сань Лан и не думал жаловаться. ГГ, если ты недоволен, можешь еще раз меня отругать. Сань Лан все стерпит. Селянь не мог больше этого слушать. Так и закрыв лоб ладонью, принц потихоньку ускользнул. Когда Хуачен повернулся, его и след простыл. ГГ. Не убегай, ладно, это я виноват, ГГ, не надо больше называть меня ГГ.